Лярвоведение. Эффекты намерения. Намерение – это управление материальностью, которую мы создаем. В танцующих волшебниках есть такая штука – мгновенная материализация. Ничего невероятного для волшебника в этом нет. Разжигаем сердце в танце, выкрикиваем намерение и бац, откуда спрашивается? Для того, чтобы материализовывался для меня лично нужный трамвай с кучей пассажиров или такси вдруг вырулило из тундры в безлюдной местности, где я случайным образом оказался, необходима куча подготовительных причинно-следственных связей и времени, чтобы это согласовать с миром и выстроить в цепочку. Шутка ли, такие манипуляции – это же материальность. Но трамвай приходит, такси выруливает из тундры, и если спросить пассажиров или того же таксиста, все они подтвердят, что время и пространство они не теряли, как если бы это было при встрече, например, с НЛО. Все шло своим чередом, может только не без некоторых странных событий и совпадений, конечно. Не, мой ум не в силах был с этим согласиться, пока я не вычитал идею, что время линейно только с нашей точки зрения. Как-то до меня уже добегало, что душа в следующей инкарнации не обязательно должна воплощаться в будущем. Нет, в самом деле так подумать, почему для создателя нашей реальности должно быть прошлое и будущее? Для него может все вместе быть сразу. Если человек тяготеет к грубо материальному, пожалуйста, в следующий раз воплощайся в веке так 13-м или вообще в другом мире с первобытной организацией. А от неуемной страсти по Христу можно и в 33-й год загреметь, вот только там ни Христа, ни той выдуманной историками цивилизации не будет. И вот, наконец, я понял, как разрешить своему уму принять мгновенную материализацию. Ключевое слово здесь «разрешить», не обращая внимания на возможные временные коллизии. Создаем намерение, и поскольку результат нужен прямо сейчас, он срабатывает и начинает перекраивать материальность в прошлом. Намерению, которое мы создаем, точно так же нет дела до нашего понятия линейности. То есть вчера, проходя мимо того водителя такси, который вырулит ко мне завтра, я понятия не имею, что на него уже воздействует мое намерение сегодня, которое сегодня еще не заказано. А также на его автомобиль, тещу, собачку, канарейку в клетке, которые и будут являться главными персонажами в этих странно выстроенных причинно-следственных событиях. Положим, что это так. А не свинство ли заставлять, события мира ладно, людей исполнять мои пустяковые намерения? Да нет, конечно. Мы только тем и занимаемся, что пляшем под дудки других людей. Все так или иначе создают намерения, и мало кто догадывается, что он такое проделывает. Из чего это я решил, что таксист мне в этот момент был нужен больше, чем ему клиент в тундре? А может, это его намерение было, хочу прямо сейчас такого клиента, с которым еще и поговорить можно было. И гоп-стоп, нате вам я, как чертик из табакерки, прямо посреди снежного поля у опушки. Это еще надо посмотреть, кто в такой ситуации оказался здесь более непонятным образом, вопреки здравому смыслу. И кто для кого мгновенно материализовался. Кому это все впервой, расширяем свои возможности восприятия и осознания. Все наши ограничения – это косность ума, то есть сознание летуна, лярвы. Пришла пора этот ум размягчать. Примеры из жизни. Практически всю жизнь я мотался по съемным квартирам, и сколько бы ни думал, для меня не представлялось в обозримом будущем купить даже комнату. Полученная квартира по распределению ветерану войны, деду моей жены, тут же канула в лету при разводе. Да я и так знал по совести, что она никак мне не принадлежит. Занимаясь коммерцией, я вообще потерял обе личные машины, отбили бандиты, и перспектива купить в то время квартиру сулила в лучшем случае ее потерю в будущем. И вот однажды, значительно позже, после некоторых удачных воплощенных намерений относительно зарплаты, я просто взвыл: «Господи, сколько мне еще мотаться по квартирам?» Ну и давай создавать намерение на ее получение. Обосновал, взвесил, утвердился, что она мне нужна для обеспечения духовного роста. Ну подумайте, как можно думать о духовности, когда мысли только о выживании? Месяц-два и хозяева уже решили или продавать квартиру, или задрать цену аренды, как за апартаменты. Через некоторое время меня в очередной раз предупредили о продаже. Я вновь до сызнова начал подыскивать под съем что-нибудь поближе к работе. Или нет вообще ничего, или условия совершенно неприемлемые.
Единственный вариант мне предлагала знакомая коллега по работе, но в центре. Как я не упирался, других вариантов не было. И мы пришли смотреть. Меня, во-первых, заинтересовало, что в этой квартире каждое лето останавливается ее знакомый гуру-целитель. Он там и медитации проводил, и народ лечил, и водочки жахнуть не дурак был, этакий крепкий сибирский ведун. Во-вторых, если у предыдущей съемной квартиры был адрес дом 67, квартира 28, то у новой 2867. И я заподозрил в этом всем знак, тем более, что меня цифра 67 вообще преследует по жизни. Только я вошел, и меня окатило умиротворением. Да, как тут энергии было накачано, даже уходить не хотелось. Или место такое положительное само по себе. В общем, я окончательно утвердился и вскоре переехал, несмотря на то, что тогда мне казалось, цена была завышена. Продавать квартиру хозяйка не собиралась, я все-таки спросил. Впрочем, да и купить-то я ее не мог. Прошло полгода, зима, мороз, машина не завелась. Сижу на остановке, жду трамвая, возвращаясь с работы. Тогда был христианином, и как раз вчера после прочтения о житии Серафима Саровского я задумался о том, есть ли вообще шансы у меня жить духовно. И вот до меня, сидящего такого на скамейке, вдруг доходит, что нет. Слишком большая сила мне противостоит, а я безнадежно слаб. И стало мне так грустно, сижу весь такой ушибленный и вижу, котенок идет. Народу много, он всех обходит, петляет, под скамейкой прошел и вдруг ко мне на колени запрыгнул с видом: «Ну, наконец-то я тебя нашел». Уселся, спокойный такой, мурлыкает. Я сижу, глажу, еще больше приуныл. Думаю, ну куда я тебя к себе заберу? По квартирам съемным раз в 3 месяца мотаюсь. Кошка же к дому привязана, а от такого ритма потеряешься, сгинешь. А потом вдруг накатило, да будь что будет, поехали. Котенок оказался кошкой, вывел ей блох, помыл, уши вылечил. Через неделю она уже не лезла по привычке в мусорку, через месяц перестала лазить на стол. А потом начала четко разделять мясо по ценовой категории и отделять буженинку от плебейской колбасы также по ценовой категории, да и по свежести. Как оказалось, кровь у нее просто королевская, да и вообще иногда стала потрясать некошачьим поведением. Через неделю после этого звонит мать. «А давай ты спроси у хозяйки, может она квартиру-то продаст, может в рассрочку?» «Ага, привет, с чего баня-то упала?» — отвечаю. «Ей это надо». Поговорили, я тут же об этом забыл. Прихожу на работу, встречаю хозяйку, а она мне сходу: «Ты вообще думаешь когда-нибудь квартирой-то обзаводиться? А то я подумываю продать, да взять побольше и этажом повыше». У меня челюсть бац на грудь. С этого момента мозг у меня загудел и стал судорожно просчитывать варианты. Все признаки налицо. Стал ощущать давление, словно дух постоянно толкает в спину, типа «не спать, не спать, косить, косить». Все закрутилось и словно изменилась скорость течения жизни. Я понимал, что сработало намерение, но задние мысли все время ввергали меня в панику и требовали отступить, пока не поздно. Через некоторое время мне мать заявляет, что подкопила денег, заняла на треть квартиры хватает. Четвертую часть хозяйка в легкую соглашается подождать полгода. Знакомый мне также в легкую дает на неопределенное время денег до востребования. И хлоп, я обладатель двухкомнатной квартиры. Я еще не верю в то, что мы это сделали, боюсь думать, как мы с этим всем расплачиваться будем, и уже было сон потерял, но в какой-то момент до меня дошло, что все идет неукоснительно по плану. Намерение создано, дух заявку принял, создал условия и расчищает не дорогу, а целое шоссе для того, чтобы мое намерение прибыло в пункт назначения. Боже мой, и это все ради меня. Лицо я себе так и не расцарапал, а наоборот, вдруг успокоился совершенно. Я понял, что места для паники нет. Раз уж дух взялся за дело, то ничто ему не будет препятствием. Ощущение веры, смирения, благоговения и отрешенности – вот что я получил в один момент. Начиная с этого времени моя зарплата резко подскочила. У матери торговля на рынке стала приносить ненормальные сверхприбыли. И через полгода мы погасили все займы. Всего за полгода. И это при том, что 10 лет не было даже тени надежды. Даже на комнату рассчитывать не приходилось. У кого никогда не было проблем с квартирой, да и не поймет, что такой ход событий совершенно противоестественный и абсолютно безнадежный. Зато поймет тот, кому в точности известно, что у него нет шансов в перспективе.
Сейчас я понимаю, варианты есть: удачный бизнес, кредит, наследство, ограбление банка, незаконная деятельность, но все это история про другого парня. У меня теперь есть персональная шутка об этом событии. Интересно, дух мне как будущему хозяину преподнес знак в виде кошки на приобретение квартиры, чтобы и в дальнейшем через нее приглядывать за мной? Или дух подыскал своему особенно любимому животному более-менее приличного хозяина? Правда, он оказался никчемным, да плюс бесквартирным, так что пришлось его еще и жилплощадью обеспечивать. Однажды еще до этих событий, в попытках понять, почему я из раза в раз неизбежно откатываюсь назад, я вдруг осознал, что у меня совершенно нет терпения, точнее смирения. Как-то на одном форуме прочитал отчаянный крик одного из участников: «Кто-нибудь, пожалуйста, посоветуйте, как мне обрести смирение!» Не знаю, как тому парню, а для чего оно мне-то нужно стало. А для создания правильного намерения. Если нет смирения, то задние мысли в легкую разрушают любую концентрацию, настрой, нацеленность на задачу и пинками загоняет обратно в границы привычной материальности, где чудес не бывает, где я беззащитен, управляем и в полной мере порабощен. И в какой-то момент я, видимо, извернулся создать намерение на обретение смирения. Видать, истрадался и завопил, что так жить нельзя. И вот мне снится глупый на первый взгляд сон. Сижу перед каким-то непонятным аппаратом, и из него должно что-то выпасть. То ли изготовленное в нем, то ли доставленное посредством какого-то конвейера. Все бы ничего, но я сижу так долго, что начинает во сне доходить, что это ненормально для сна. И возникает ощущение, что эта вещь, которую я жду, нужна мне настолько, что я буду вот сидеть так ждать во сне вечно, до тех пор, пока она оттуда не вывалится. И вот, поняв это, я во сне принимаю решение, что так оно и будет. Какое-то время я продолжаю сидеть, мое существо заполняет что-то совершенно новое, необычное, и потом просыпаюсь. Умылся, оделся, пошел на работу и вдруг осознал, что это чувство тотального смирения ощущается вполне физически, как теплый шар в груди, и никуда не исчезает. И тогда я понял, что это чувство теперь стало мне доступным и слилось со мной. Изменилось качество проживания. В результате этого я понял, что могу остановиться посередине нервного переживания и выйти из него в любой момент. Могу выбрать, раздражаться на неприятную ситуацию или не раздражаться. Вместо того, чтобы испытывать нарастающий страх в потенциально опасной ситуации, говорю себе, что уготовано мне, принимаю. Чик и накручивание беспокойства, паника, страха отключаются. Остается состояние здорового тонуса, и я продолжаю спокойно ожидать развития событий, готовый в необходимый момент напрячь все свои силы, чтобы сделать решающий рывок. Это я описываю то, что у меня не было и вдруг вот появилось. Каждый, по всей вероятности, через смирение получает свои индивидуальные дары. Либо одно и то же, но ощущения и интерпретации могут быть, да и вообще должны быть разными. Хорошо, когда человек уже родился со смирением, его сразу в толпе разглядеть можно. Но плохо, что легко полученное редко им ценится. Миллион для укрепления духа заработать полезно, а получить по наследству может оказаться разрушительным. С самого детства я ужасно страдал от укусов комаров. Один раз дошло до того, что я изодрал себя во сне в кровь, и в результате на все тело рассадил какую-то чесотку, от которой потом долго лечился. В какой-то год у меня случилась настоящая фобия. Я стал слышать писк комара повсюду, особенно натурально он звучал, когда я пытался уснуть. Только знание того, что это манипуляция лярвы, мне не позволяло долбануться. Я доказывал себе, что комара нет, и тогда звук постепенно проходил. Но стоило прилететь настоящему комару, как фобия возобновлялась. В какой-то момент, еще приободренный доказательством того, что намерение работает, я решил кардинально избавиться от этой проблемы. Вычитал, как северяне борются с комарами. В начале сезона раздеваются и выходят туда, где их туча, и дают себя накусать. Северянин этот пухнет 2 недели, а потом срабатывает иммунитет, и тело просто перестает реагировать на укусы, да и сами комары перестают любить это тело. Такая же методика нам известна в отношении укусов пчел, только это дольше и дозировано. У нас в северной полосе нет туч комаров, а искать их, да еще специально давать заедать себя нет никакого желания, если человек в здравом уме. Есть же пластинки, которые уничтожают комаров в конце концов.
В общем, что сделал я? Воодушевился и стал себе повторять, что намереваюсь не пухнуть от укуса комаров. И стал визуализировать в момент, когда меня комар кусает, тело как бы отторгает его, ставит защиту, становится в этом месте твердым, а после укуса все перерабатывает себе впрок, и в этом месте не остается и следа. При этом я комара ненавидеть перестаю и больше не испытываю отвращения, как раньше, а по-доброму так смотрю на него и как бы говорю, что это тело не для твоего питания. Это мое, и оно от тебя и твоих впрыскиваний защищено. Я сам тебя перевариваю, питаюсь твоей впрыснутой пользой. Ну, в общем, все в таком духе, на что хватило воображения. И когда комар реально начинал меня кусать, я просто давал ему это делать и смотрел на него, настраивая этот участок тела на блокирование его воздействия и переваривание своим телом его впрыскивания. И случилось немыслимое. Буквально через 2-3 недели тело перестало пухнуть, вот вообще. Маленькая точка на месте укуса, которую, если не присмотришься, не различишь. Никакого раздражения и желания почесать там просто не стало возникать ничего. До самой осени весь год и даже когда зимой из подвала прилетали комары и кусали, эффект сохранялся и страдали только мои домочадцы. И да, комары перестали меня донимать, всех покусают, а я такой недоумеваю, какие еще комары? На следующий год я забыл про это дело и к началу лета все-таки чесаться от них начал. Ощущение было, что мой настрой постепенно теряет силу, и тогда я снова повторил визуализацию, давая себя кусать. И вот с тех пор прошло уже несколько лет, эффект закрепился основательно, теперь повторять мне это больше не нужно. Возможно, это я делаю уже на автомате, просто не обращаю на эту процедуру внимания. Интересный возник момент, я был летом на огороде целыми днями. К вечеру бывало комаров высыплет, а мне фиолетово, даже не отгоняю, ну укусят и ладно. Пошел делать компостную кучу, а в том углу мошка живет, или мошка, как ее называют. Я еще даже удивился, столько лет ее уже не было видно, и эта зараза меня накусала. А я к таким укусам оказался не готов. Вот тут и вспомнил, как это бывает, когда каждый укус чуть ли не сводит с ума. Жене рассказал, поржали на эту тему, что и на старуху найдется проруха. Я уже всерьез надумал и на них защиту ставить, но оказалось, что если не заходить в этот угол участка в определенное время дня, то они никого не тревожат. Ну, в общем, на мошку визуализацию делать так и не сподобился, да и методика укуса у них другая. Они же выкусывают кусок кожи, хотя по прошествии нескольких лет уже и после их укусов серьезных последствий не наблюдается, процесс все же, думаю, идет. Теперь у меня другая напасть, какие-то мошки, очевидно зная, что укусами меня не пронять, на огороде сразу после заката начинают одна за другой влетать в глаза. Это безумие какое-то, куда ни пойди догоняют, обгоняют и бдыщ в глаз. А за ней уже следующий истребитель на цель заходит. Хожу теперь то в защитных очках, то в шапке сетчатой для пчеловодов. И думаю такое, не пора ли учиться создавать от них защитное поле. Как-то я начитался про аксионный, то есть торсионный генератор, даже списался с Акимовым. В то время его преследовали боевики РАН, Русской Академии Наук, у которой есть комиссия по лженауке, и она кошмарит разными способами вот таких ученых. Он отнесся ко мне недоверчиво, но потом проверил меня, почитал мой сайт, пояснил в деталях, как сделать простейший экземпляр. Я их сделал несколько штук, прикрепляются магниты к компьютерному вентилятору с откушенными лопастями. Ну, думаю, поможет мне это в исследовании на влияние астральных паразитов и в качестве усилителя намерения. Я их долго тестировал, гонял постоянно, даже клал на себя и лежал так при этом, пытаясь создать разные мыслеформы. Поскольку у меня нет экстрасенсорного видения, как именно распространяется эта энергия, я не видел и манипулировать ей не смог. А Акимов меня сразу предупреждал, если я не экстрасенс, то ничего из этого не выйдет. Единственное, что я ощущал, это чувствовал металлический вкус во рту, и после каждого применения я получал ОРЗ. Прямо вот так. Включил, погонял вечер и готов, болею неделю. В общем, как и предупреждал Акимов, человек получает пробой в энергетике и заболевает в разной степени осложнения. А уж когда вместе со мной начали заболевать мои домочадцы после применения, я эксперименты с генератором закончил. Эффект воздействия есть, несомненно, но заниматься этим надо на другом уровне. Посмотрел как-то, послушал Николая Левашова. При всей неоднозначности отношения к нему, многие вещи, которые я уже знал,
он подтвердил, углубил, расширил и нагрузил новыми идеями. На одной лекции он объяснил, как делать генераторы из мыслеформ. Сделал один такой для примера, и некоторые люди в зале будто бы его не только увидели, но и поняли принцип действия. Я воодушевился и в начале летнего сезона представил себе такой. Мысленно наделил его качествами, зоной действия и воткнул в теплицу, в которой мы впервые высадили огурцы и помидоры. Это был первый год, когда мы купили огород, и никакого опыта по выращиванию овощей у меня не было. Эти огурцы и помидоры вымахали дурниной до самой крыши так, что нельзя было пройти. Цвета было очень много, но самих плодов буквально поштучно. Долго мы гадали, что, возможно, это не те семена, надо было обрызгивать завязью, но, вспомнив про свой генератор, я подумал и понял, что в уме в момент создания у меня была именно пышная зелень, и я ничегошеньки об обилии плодов не представлял. Очевидно, решил на автомате, что если будет много зелени, будет также много и плодов. Трудно судить об однозначности взаимосвязи моего виртуального генератора с таким результатом, но на следующий сезон я подошел к этому вопросу более продуманно. Результатом стало то, что огурцы при такой же пышности зелени перли совершенно ненормально, до самого снега. А когда жена с ребенком, сестрой и тещей укатили на юг, мне пришлось самому катать банки с огурцами, да так, что когда они приехали, все полки были забиты огурцами, штук 100 банок в итоге с одной теплицы. Это плюс к тому, что мы закатали еще до ее отъезда. Разговариваю с соседкой по огороду, а она такая говорит: «О, у меня огурчики пошли». А у нее по 2 огурца на кусте, а кустов всего 5. При этом она продвинутый садоогородник со стажем и всему меня такая обучает, поскольку я новичок и благодарный слушатель. Мне нравится идея того, что человек не должен полагаться на некие механические устройства, когда в его руках есть сила сотворения, которая всегда при нем и не зависит от таких вещей, как электроэнергия или что-то сломалось. Левашов утверждал, что создавал таким образом возможность плодоношения растений даже зимой под снегом и приводил фотоподтверждение. Понятно, что человека, владеющего фотошопом, этим не проймешь, но я воспринял это как возможность. Как-то раз в конце осени, выйдя из теплицы, я постоял перед кустом Виктории, думая о том, как бы хорошо продлить ее плодоношение, что вот она отплодоносила и еще несколько месяцев при хорошей погоде растет без дела. Ничего не визуализировал, никакого генератора не делал, просто стоял рядом и думал. А через неделю приехала мать, надо, говорит, срезать это дело на зиму, и давай мы срезаем, и вот дохожу до этого куста, и в руках у меня оказалась целая гроздь зеленых ягод, точно прямо на том кусте, на который я смотрел, когда думал. Вначале я расстроился, что оборвал, и только потом до меня дошло, что же все-таки случилось. Или вот еще из недавнего творчества. Это уже на новом огороде. У меня там 10 яблонь. У соседа растет сортовая яблоня. Яблоки шикарные, хоть на продажу. 2 года назад я, не будь дурой, взял и привил все мои несортовые яблони веточками от этой сортовой. Привил так по 6 веточек на каждую, и где одна, где 2 веточки прижились. На 5 из 9 яблонь привелось. Причем на этих привитых веточках яблок за 2 года так и не появилось. Но сорт яблок на деревьях изменился. На каждой яблоне стали расти уже на следующий год крупные сладкие сортовые яблоки, то есть как бы та сортовая яблоня с оттенком вкуса яблок, которые были на яблоне до этого. Но самый интересный эффект был на зимней яблоне, на которую я привил сортовую летнюю. На следующий год она дала и старые зимние яблоки, и летние нового сорта вперемешку по всему дереву. Не так, как нам это рассказывают, что именно на этой привитой веточке и будут расти яблоки другого сорта, или там арбуз что-то туда привьешь. Выглядело это так: одно яблоко растет здоровенное, сочное, красное, и тут же рядом зеленое, прозрачное, зимнее. Срок созревания обоих сортов при этом сместился на осень, то есть летние стали позже, а зимние раньше. В следующий год яблоня отдыхала, а на 3-й год сорт полностью заменился летним сортовым. Но в самой сердцевине яблока еще осталась небольшая зона со сладкой прозрачностью, как это было у зимних яблок. Такой интересный гибрид получился. При этом привитая ветка за эти годы вымахала уже на несколько метров, но на ней все так же нет яблок. Те, кто знает, что такое прививочный процесс, должен слегка ошалеть от такой информации, потому что так быть не должно, насколько мне, не специалисту, известно.
Должно быть так: вот ветка одного сорта, на ней соответствующие яблоки, вот привитая ветка сливы, но никак не вся яблоня становится сливой, правильно? Мой вывод: это было либо вмешательство в генетический процесс моего активного намерения, либо генетики, акселераторы, ученые ошибаются, либо как минимум что-то не договаривают. В общем, возможность, что мы можем вот так воздействовать на растительный мир, вдохновляет неимоверно. Вот кто знает, как выводятся новые породы животных. Нам говорят, что методом научного тыка посредством манипуляции с генами. А может, сидит этакий головастик в компании на окладе и мысленно выводит новые породы собак, кошек и растений. А если вникнуть в волновую генетику, то такие манипуляции вообще становятся делом плевым. Разумеется, любой материалист все это может легко опровергнуть. Материалист может опровергнуть вообще все, что угодно, и будет при этом 100% прав. В пределах своего слоя материальности, конечно. Что, собственно, такое этот ментальный генератор? Каждый на самом деле прекрасно об этих вещах наслышан. Например, для того, чтобы совершить с глаз проклятие или что-то в этом роде, необходимо вначале мысленно создать именно такой генератор. От внешнего вида он может быть коробочкой, эфемерной цветной неопределенностью, жуком, рептилией с крыльями, мыслящим и сердитым демоном и так далее. И вот так программируем от внешности до срока окончания его действия. Уверен, что многие люди, описывающие опыт с разным сверхъестественным, сталкиваются именно с такими генераторами, на которых по неведению или по недомыслию создателя не вписана в программу строка time равно end all function. Но не каждый экспериментатор в древности, да и сейчас тоже знал программирование, что уж говорить о духе среднестатистического хакера, когда у того нет даже мысли поставить стоп на созданный своими руками вирус, чтобы он не пережил своего создателя. Понятно, что далеко не все одержимы желанием кому-то навредить, и генераторы создаются такие, как защита, здоровье, лад, благополучие, стать умнее, сильнее, худее и всякие такие разные. Экстрасенсы, поднаторевшие в подобных вещах, готовы продавать и даже дарить такие генераторы направо и налево, потирая руки и хихикая, потому что в каждый такой генератор они имеют возможность засунуть еще и скрытые подпрограммки разной вредности для извлечения личной выгоды. А по факту такую подпрограммку, как правило, подцепляет энергетический паразит, который и помогает могуче экстрасенсу в этом благородном деле. Он же ее и допрограммирует на демонизм и подключение к инферналу. По сути, любой созданный человеком генератором – это и есть лярва, которую все подряд умеют порождать, при этом понятия не имеют как. Только вместо зацикленной озабоченности применяется той же силы осознанная концентрация. И что самое главное, при этом хоть как-то описываются параметры ее существования. В них должны быть обязательно прописано непричинение вреда создателю, то есть мне, например, и окончание срока действия, то есть ее смерть. Смерть, она необходима, потому что этот девайс после рождения по умолчанию, если это дело не запретить, может начать себя осознавать, развиваться и стремиться выжить. А поскольку единственный источник жизни для него это сам создатель, то это порождение неизбежно перерастает в монстра для своего хозяина. В процессе, когда мы начинаем соображать, к нам приходят в голову умные мысли. К примеру, чтобы не убивать свое порождение и чтобы оно не высасывало из нас жизнь, надо назначить ему программку альтернативного питания. А поскольку это неизвестно, чем может закончиться, то вообще можно потом вернуть этот кусочек жизни обратно в себя, почистив перед этим от новоприобретенной индивидуальности. Но все это надо осознавать, понимать и, понятное дело, держать на контроле. Все это программирование требует подхода с чувством, толком и расстановкой. Собственно, к чему это я? Когда обычный такой человек, который не считает себя никаким экстрасенсом, узнав об этом, спросит себя: а я мог бы создать такие штуки? На что сам себе же, если он не кретин, конечно, категорично ответит: естественно, нет. Я не представляю себе, с чего начать. У меня нет каких-то способностей, нет воображения. А если даже я и поверю в такого рода воздействие, то все равно понятия не имею, как по какому принципу работает живая материя, как ей управлять, что делать с молекулами, атомами, с биологическими, психическими и энергетическими процессами. Я элементарно не знаю анатомию человека. Но здесь есть одно «но».
Не следует опускать руки. И вот это «но» игнорирует все эти доводы и позволяет любому человеку, проявившему интерес, создавать подобного рода генераторы. И это «но», разумеется, тщательно оберегается религией, наукой и социумом, порожденным демонической цивилизацией, в которой мы сейчас проживаем. Итак, душа, будучи сама частью конгломерата сообщества дух, то есть полноправной ее частью, воплощаясь в тело, намеренно принимает на себя полное, или в разной степени почти полное, ограничение своих возможностей. А они у нее есть. Именно в таком режиме происходит тренинг в этом воплощении. А когда человек ложится спать, и не только в это время, душа имеет все возможности, чтобы помнить, что она была, есть и будет, и что она имеет свою часть силы управления материальностью, и какую цель в этой материальности преследует. Человек раз и навсегда должен уяснить, что для души нет проблем узнать и разобраться в одно мгновение, как работает биология человека или любого другого материального или даже нематериального существа. Кстати, у любой захудалой лярвы с этим нет проблем, потому что в нематериальном мире все это детские кубики. Но проблема в том, что душа, зная обо всем и сразу, не имеет желания что-то предпринимать, даже когда знает, что ее воплощение в человеке должно завтра, допустим, умереть. Она-то не умрет, просто окончится очередной срок, тренинг. Ее на самом деле больше всего интересуют аспекты каждого события, происходящее с человеком в материальности в каждый момент времени. Вот это ей по-настоящему интересно. То есть именно то, что нас в повседневности раздражает, радует, злит. Наши усилия, переживания, принятие каждого мелкого решения. Все то, что мы считаем скучным и банальным. Ну и радости и достижения это тоже, да. И вообще все, но не то, что мы считаем важным по гордыне. И вот мы, например, вдруг заинтересовываемся возможностями сотворения ментального устройства, что для нас является сверхъестественным, а для души сверхъестественное – это естественное. Поэтому она и не заинтересовывается сверхъестественным, но может заинтересоваться самой заинтересованностью, то есть желанием человека, к чему бы оно не было применено. Это тонкий, но решающий момент, это нужно понять. Мы можем свою душу заинтересовать на изменение материальности, вот что я хочу сказать. И самое главное, у нее есть возможность это сделать. С нашей стороны, чтобы сотворение сработало, надо четко сформулировать цель, что мы хотим создать, не влезая в детали, которые наш намеренно ограниченный ум понять все равно не может по определению. Сформулировать нужно как можно подробнее, отредактировать столько раз, сколько необходимо, включая саму цель создания этого для того, чтобы заинтересовать дух. И тогда наша сущность на той стороне произведет тонкую настройку, чтобы это немыслимое запустилось в работу и сотворилось. Когда это произойдет во сне или в другое время, неважно. Душа вне времени существует. И вот вроде ничего не получается, не происходит, и тут вдруг раз и свершилось. Вот и все. И не надо продавать никому душу или платить кому-то за этот секрет, сокрытый во мраке веков, идти к гуру поклоняться. Как и в большинстве случаев, надо только откуда-нибудь узнать, что такое возможно. С чем вас и поздравляю, тех, кто это понял. Те, кто увлекается эзотерикой ради самоутверждения, чтобы потом этим можно было гордиться, елозя по своей значимости и чувству превосходства над другими, это выше приведенное знание в жилу не будет. Таким людям можно сказать, что вам, ребята, в экстрасенсы, в маги и колдуны, где все достижения ставятся в личную заслугу. А те, у кого цель духовность, такой метод очень даже подойдет. Даже если ты не понял, как это работает в тонких материях, и не можешь похвастаться, какой ты крутой, могучий, но результат получаешь именно тот, что и планировал, без подвоха и необходимости распространять гордыню в качестве оплаты. А это и есть факт продажи души. Для тех, кто желает заказать книгу «Лярвоведение» в издательстве «Концептуал», ссылка под видео.